Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Трамп грозит России адскими санкциями. Кремль фиксирует и анализирует. Террорист и экстремист Линдси Грэм умер, но дело его живет. Трамп сказал, что очень уважал покойного, а законопроект, скорее всего, будет принят. 500% пошлины для стран, покупающих у России энергоносители, включая уран. Борис Леонидович, в связи с этим вопрос. А как Трамп собирается, собственно, на США санкции наложить за уран? Я думаю, что, во-первых, неправильно переведено. В свое время мистер Боррель, или сеньор Боррель, как его там правильно, он правильно называл санкции, не адские санкции, а санкции из ада, однозы. Я думаю, что это ближе к реальности, поскольку сейчас продолжение санкционных ограничений со стороны Минфина США на российскую нефть с учетом происходящего вокруг Ормузского пролива, вряд ли принесет большую электоральную удачу мистеру Трампу, у которого приближаются выборы в Конгресс и в Сенат. Тем не менее, если этот закон будет принят в том виде, в каком его разрабатывал упокоенный террорист и экстремист Линдси Грэм, это усиление президентской власти. Здесь свои внутриполитические игры. То, что ружье висит на стене, не обязывает его каждые 5 минут стрелять. Висит себе и висит. Для нас ничего приятного в этом нет. Даже если такая потенциальная возможность будет, я только напомню, что во время активных боевых действий коалиции Эпштейна против Исламской Республики Иран исключения из санкций предоставлялись совершенно уверенно Минфином. И здесь надо отдать должное. Все-таки где-то там в корнях у американских политиков янки еще остались. Это не фанатичная упертость Европейского Союза, которая считает, что никаких послаблений в отношении России, несмотря на растущие цены, делать ни в коем случае нельзя. В этом плане Штаты вели себя более прагматично. Заперт Ормузский пролив, будет идти вверх цена. Если сделаем послабление в адрес России, это сдерживающий фактор. Может быть, и в ближайшее время мы увидим повторение той же самой комбинации. Цены растут, с $72 они поднялись до 85, и чуть выше, чуть ниже. Но напоминаю, что это, конечно, не цены нефти, а цены сентябрьских фьючерсов. Почувствуйте разницу. Что касается урана, здесь тоже не совсем понятно, в чей адрес угроза. Что касается самих Соединенных Штатов, то молодой перспективный политик наложил эмбарго летом 2024 года. Тут же этот законопроект был немножечко модернизирован. В том случае, если на рынке нет обогащенного уранового продукта, и это несет риски для национальной безопасности Соединенных Штатов, то Министерство энергетики имеет право делать исключения. Что касается собственных технологий по обогащению урана по содержанию изотопа урана-235, было некоторое время достаточно смешно. В Соединенных Штатах было 3 попытки овладеть технологиями газовых центрифуг, ни одна не удалась. Сворачивать собственное обогатительное производство Соединенным Штатам пришлось по экономическим причинам. Был исторический момент, где-то до середины 70-х годов, когда обогащение урана осуществляли только в США, в других странах, кроме Советского Союза, технологий просто не было. Это дорого, это газодиффузионная технология, так называемая, требовали поддержания высокой температуры гексафторида урана. Материал удобен тем, что у него нет жидкой фазы. Серый порошок нагревается до температуры 57,6 градусов Цельсия и сразу превращается в газ. Вот эти 57,6 и нужно было держать. Франция, которая самостоятельно освоила вот эту технологию, после того, как у них стало работать 58 атомных реакторов, атомная электростанция Трикастен обеспечивала электроэнергией завод по обогащению Жорж Бессе, полностью работая на обогатительный завод. 4 реактора обеспечивали работу вот такой конструкции.
Стоимость обогащения по этой технологии, ну, представить, наверное, можно. Газовые центрифуги, которые первыми освоили в Советском Союзе, по энергозатратам на килограмм готовой продукции ниже затраты эти были в 25 раз. Конкурировать было просто невозможно, и Соединенные Штаты просто вынуждены были закрыть эти заводы. Не было возможности конкурировать ни с компанией Uniper, которая самостоятельно освоила газовые центрифуги, ни тем более с компанией Техстампэкспорт, которая поставляла обогащенный урановый продукт на европейский рынок. Поскольку в Европе с языками плохо, вместо красивого, понятного всем слова «Техснапэкспорт» на мировом рынке почему-то используется название «Тенекс». Тяжело произносить, «Техснапэкспорт», конечно, намного проще, но тем не менее. И после того, как они в Соединенных Штатах свои обе площадки по обогащению закрыли, а это были такие удивительные площадки, которые обеспечивали необходимым ураном не только военную программу Соединенных Штатов, не только атомные электростанции самих Соединенных Штатов, но и закрывали до 70% рынка, пока Советский Союз не вышел. Вот это все пришлось закрыть. Была еще одна попытка справиться с газовыми центрифугами, не получилось. Единственный завод по обогащению урана по содержанию делящегося изотопа уран-235 на территории Штатов принадлежит европейской компании, технология не передается. Тот объем обогащенного урана, который производит этот завод, это порядка 30% спроса внутри американского. В любом случае не хватает. В любом случае выручают те подразделения компании Юренко, которые работают непосредственно в Европе. Есть лицензионное соглашение у Юренко с Францией. Тайна раскрыта. Тюменская техника Кейс Гуру производится в Китае, где сосредоточено 90% производства мировой электроники. Почему тогда на коробках техники Кейс Гуру написано «создано в Тюмени»? В Тюмени инженеры продумывают характеристики и тестируют устройства. В Китае масштабируют производство. Глава компании Кейс Гуру Вадим Боков, прозванный тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку. Вадим выпустил инновационные устройства для уборки по старинке, без химии, но по стандартам медицинской чистоты. Раньше после уборки полов болела спина, сейчас можно убраться без боли. С новинкой Кейс Гуру беспроводным пылесосом TurboSeal. Рекордное соотношение длительности работы и мощности. TurboSeal очищает мебель на глубину до 10 сантиметров. Наши мамы и бабушки мыли полы вручную. Сегодня это делает робот-пылесос со станцией самоочистки. Кейс Гуру самочист. Тюменский самочист проводит сухую и влажную уборку, сам очищается на станции и заправляется водой. Через встроенную камеру самочиста можно наблюдать за домом из любой точки города. Раньше мыли окна, подвергались опасности. Сейчас это делает робот-мойщик Кейс Гуру Чистобот. Кейс Гуру Чистобот отмывает 20 видов поверхностей, горизонтальных и вертикальных. Смотрите инновационные устройства Кейс Гуру для уборки. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод INFO2607 на скидку до 1000 рублей. Юренко, напомню, в равных долях контролируется правительствами Англии, Германии и Голландии, которые просят себя называть Нидерландами, по 33,3%. Технология не передается. Переговоры о том, что будет дополнительное финансирование для того, чтобы расширить мощности, идут. Но если говорить о том, кто действительно принимает решения в атомной отрасли США, это, разумеется, государственный регулятор. По их оценкам, инвестиции, которые идут сейчас, результат дадут лет через 5. Это ядерные объекты, здесь соответствующие требования и так далее, и так далее. При этом, если говорить о перспективе, да, Соединенные Штаты вполне последовательно делают все, чтобы зависимость от Росатома снизить. Это уже и законодательно, все разговоры о свободном рынке и прочем. Законодательно запрещено поставлять на территорию США обогащенного уранового продукта из России 20%. Это еще до ограничений со стороны Байдена было.
Понятно, что это превышалось. На всякий случай напоминаю, что атомные электростанции в Соединенных Штатах принадлежат частным компаниям. Им не до политики, им нужно топливо, а не разговоры о топливе. Лазейки в законе были, они и сейчас есть. Мы это наблюдали буквально 2 недели назад. Урановая руда природная закупается в самых разных странах, поскольку в тексте эмбарго сказано, запрещено ввозить уран, они урана не везут. Они везут обогащенный урановый продукт. Уран, вот он, австралийский, канадский, чей угодно еще, казахстанский. А то, что отдельно заказали работу по обогащению, так это же отдельно. Уран, вот на самом деле, он же узбекистанский, будем считать. Проходит. Министерство энергетики ничего против не имеет, все в порядке. Так что ограничений нет, а вот вопросы со стороны европейских покупателей обогащенного уранового продукта, я подчеркиваю, не помню уже в который раз, что урановая руда и обогащенный урановый продукт – это две совершенно разные сущности. Если смотреть на цепочку переделов уранового сырья, то она достаточно протяженная. Сначала надо добыть руду, затем очистить ее от пустой породы. Обогащение урановой руды – отдельная операция. На выходе так называемый желтый кек, закись урана, химическая формула У3О8. Это замечательный товар. Это то, чем Казахстан, как кормящая мать, окормляет практически всю мировую атомную энергетику, более 45% от объемов добычи. Следующий этап передела – более тонкая очистка пустой породы. Дальше химическая операция под названием конверсия. Вот та самая закись урана превращается в гексафторид, то есть из соединения с ураном выдергивают кислород, добавляют фтор. Операция, которая стоит отдельных денег, затем обогащение по содержанию урана-235, она стоит отдельных денег, затем обратное превращение, реконверсия, убираем фтор, добавляем кислород. Чтобы понять, насколько различается цена, 1 килограмм обогащенного уранового продукта на день сегодняшний – это 9 килограммов урановой руды. Просто вот физически. Плюс, разумеется, стоимость самих производственных операций. Россия на экспорт поставляет обогащенный урановый продукт. Мы специализируемся на разных вещах. Если Казахстан – это природная руда в виде закиси и окиси, он же желтый кек, то Россия – это обогащенный урановый продукт. Разница в ценах, если брать за килограмм, измеряется не в разах, а в порядках. В обычных случаях в 12 раз дороже. Вот что будут делать европейские потребители обогащенного уранового продукта происхождением из России, что будут делать те владельцы атомных электростанций, которые из России от топливного дивизиона Росатома холдинга ТВЭЛ получают готовое ядерное топливо, сказать сложно. Зависит от того, как ловко будет размахивать этой дубиной мистер Трамп в том случае, если законопроект пройдет. Правительство Трампа направлено в этот сектор в январе этого года. Работа идет, не исключено, что лет через 7-8 у Росатома появится конкурент. Ядерное топливо вот с таким обогащением 19,75% на планете есть в промышленных масштабах, то есть не 90 килограмм, а столько, сколько требуется на первую загрузку. Да, можно обратиться в Росатом и получить то, что вы просите. Конкурентов на день сегодняшний просто нет, и я так понимаю, что это такая большая досада мистера Трампа, поэтому действительно после долгого-долгого перерыва бюджетное финансирование для атомной отрасли. Очень давно такого не было, пусть медленно и неохотно, но Соединенные Штаты вынуждены, видимо, будут обращаться к той практике, которая у них имела место быть в 40-е и 50-е годы прошлого века. Так что в том случае, если Росатом неожиданно остановится, подождет лет 7-8, у него появится конкурент.
Ждем с трепетом. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации и исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в доступных вам социальных сетях. Это тоже существенная поддержка для нашего проекта. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.